Мы в загородном клубе «Дача», это Приозерский район. И, конечно, для посетителей здесь подготовлены различные виды отдыха, гостиничные номера, коттеджи. Но есть здесь и еще одно. Вот я прохожу мимо гранитных надолбов, это часть линии Маннергейма. И поэтому здесь есть музей, который рассказывает о военной истории этих мест прошлого века, 1939-1944 годов. Вот именно с этой скульптуры и начинался наш музей. Дело в том, что он изготовлен по статуэтке Василия Теркина, а именно здесь во время Советско-финской войны на фронте корреспондентом был Твардовский, и он видел переправу наших войск у Лосевских порогов там через Воксу. И, собственно, первые главы поэмы Василий Теркин и рождались вот во время Советско-финской войны. Так что можно сказать, что и в нашем музее Вася Теркин как литературный герой увековечен, советский солдат, да, вот как герой той войны. Что происходило дальше? Как рождалась экспозиция музея, его идея этого музея? Ну, дело в том, что мы с вами находимся на южном берегу озера Суходольское, а тогда во времена Финляндии, да, когда вот эти как раз земли принадлежали Финляндии, здесь, на этой территории, как раз и проходили в 1939-1940 годах основные бои вот Советско-финляндской войны. Здесь на южном берегу с тех пор остались следы окопов, которые рыли бойцы Красной армии. А по северному берегу проходила основная линия обороны, линия Маннергейма. И вот как раз, да, вот здесь на Кексгольмском направлении, или мы сейчас говорим Приозерском, да, направлении, вот проходили основные бои в начале Советско-финляндской войны, потому как Кексгольмское направление было выбрано одним из основных направлений наступления Красной армии. И, в общем-то, в местах боевых действий, да, вполне нормально, логично, да, логично, конечно, было создать время, такой музей. Это загородный клуб, казалось бы, такое место для развлечений, и в то же время здесь есть музей. Это, конечно, вызывает уважение, безусловно. Ну, дело в том, что мы понимаем, что даже в школьной программе по истории очень мало говорится об этом периоде военных действий. И в том числе здесь, на Карельском перешейке, очень мало знают об истории этих мест. И очень важно вот именно рассказать нашим посетителям, нашим гостям о том, что же было здесь до того, как вот образовался наш музей, насколько это было важно и для нашей страны, и вообще для истории этих земель, Карельский перешеек. Ну и вот перед нами музей. Его экспозиция состоит из чего? Она посвящена двум сторонам, да? И советской стороне, и финской стороне. Да, основная экспозиция в нашем музее как раз и расположена в этом помещении. И помещение разделено пополам границей, да, и с одной стороны показаны бойцы Красной армии, их предметы быта, их вооружение, их обмундирование. А с другой стороны мы можем увидеть те же самые предметы, только финской стороны. Вы это и хотели показать, столкновение двух народов. Конечно, для каждого народа это была большая беда, безусловно. Это была большая беда. Потери были большие. Но надо сказать, что мы хотели показать, в каких условиях оказалась и одна, и другая сторона без политической подоплеки, да, одинаково, то есть без
восхваления и без принижения какой-то другой стороны. И дело в том, что и в нашем обиходе, и в нашей жизни уходят те понятия, те предметы быта, да, те названия, которые были применялись вот в те времена, да, и даже слово «буденовка» немногие дети знают, что это такое, а это же атрибуты нашей Красной Армии, и, в общем-то, все-таки должны знать, да, историю нашей страны. Посмотрим. Пойдемте. Ну что, здесь, здесь мы напоминаем о том, что до войны эта территория принадлежала Финляндии. Да, до начала Советско-финляндской войны территория Приозерского района принадлежала Финляндии. И вот здесь у нас в первом зальчике небольшой уголок посвящен предметам быта местного финского населения. Ну, в основном это деньги, да, какие-то пару книжек, Калевала, фотографии, Калевала, да. Вот именно, что есть и да, и крестьянские какие-то предметы. Вот, пожалуйста. Ну, сельским же хозяйством в основном занимались. В основное здесь, да? Сельское хозяйство, да. Эти районы были житницы Финляндии. Сельское хозяйство, и растениеводство, и животноводство, как мы сейчас говорим, да. Вот здесь как раз у нас обозначается граница Советского Союза и Финляндии, пограничные столбы, и вот как раз разделение нашего помещения. Так что с одной стороны вы видите расположение финской армии, да, а с другой стороны у нас Красная армия располагается. Пойдемте посмотрим экспозицию. Вы заговорили про буденовки. Да, тут вот есть о чем поговорить, как были экипированы наши солдаты и какие выводы потом сделали руководители. Ну, давайте мы начнем с первого нашего экспоната. Да? Вот вы видите солдат в таком легком обмундировании. Дело в том, что нашим солдатам не выдали зимнего, а все потому, что не считали Финляндию серьезным противником, не рассчитывали, что будут проходить серьезные бои. Как раз вот и в том числе. Хотя начинали 30 ноября, 30 то есть на следующий день уже наступает зима. Да, и вместе с тем мы думали, что неделя-другая, и мы решим все свои задачи, война закончится, Финляндия сдаст свою территорию, поэтому, видимо, и не выдали обмундирование. Да еще зимнего, надеялись, да? на революционное движение на территории Финляндии, да, и поэтому рассчитывали, что бойцам Красной армии не придется серьезно воевать, да не придется неделями и месяцами находиться в промерзших окопах, а сами местные жители, рабочие, крестьяне, они поднимутся в революционном движении против своего буржуазного правительства, да. Красная армия просто поддержит вот это движение. Надежды не оправдались, мы завязли здесь. Да. Закончится только все в марте, и будут и морозы, и потери, и многие жесточайшие потери, да. Ну, а вот здесь вы видите как раз, да, у нашего лейтенанта конной артиллерии на голове как раз присутствует буденовка, да, вот шинель из английского сукна. Дело в том, что эта форма была сшита еще во времена Первой мировой войны, когда царская армия побеждала германскую, да, и уже надеялись на то, что победа будет именно за нашей страной, даже сшили парадную форму. Вот как раз это и есть парадная форма. Надеялись уже на парад в Берлине, да, еще во времена Первой мировой войны. Ну и, соответственно, это не очень удобная для того, чтобы воевать форма. Дело в том, что, да, вот здесь шинель немножко уже подрезана очень хорошо, она должна быть намного длиннее.
снежный покров очень глубокий, да, в длинных шинелях, и очень неудобно перемещаться в том Конечно, числе. полами ты просто вокруг себя всю территорию соберешь. Да. А Буденновка? А Буденновка — это вот первое название этого головного убора — богатырка, да, потому что она вытянута кверху, напоминает шлем русских богатырей, ну а потом уже была во времена Советского Союза переименована в Буденновку, да. Но я читала, что и Буденновка тоже была не очень удобна, особенно тогда, когда нужно было еще применять и каски, и под каску она не помещалась, и холодно в ней было. Ну, во-первых, холодно, да, морозы стояли очень сильные, было очень холодно. Это совсем не зимний головной убор. И шапку, вернее, шлем, как раз который мы видим на первом солдате, да, вот он как раз и не держался на этом головном уборе, потому что вот этот вытянутый кверху Остроконечник такой, да? Остроконечник, да, он никак не помещался под каску. А что мы видим здесь еще вот в витринах? Мы видим оружие. Здесь оружие наших командиров, да, и маузер, и револьвер системы Наган, и ТТ, Тульский Токарев пистолет, и гранаты, и вот оружие основное, которым пользовались, да, которое было на фронте, на вооружении нашей Красной Армии, это винтовка Мосина, как у первого солдата, да, ручной пулемет Дегтярева, танковый пулемет «Максим». Вот здесь можно посмотреть танковый пулемет «Максим» российского производства, да, советского производства, и финского производства. Система одна. Ну, как-то у нас принято, как-то все считают, что Максим, да, это наше оружие. Но дело в том, что изобретателем его был американец английского происхождения по фамилии Максим. И первое производство начали в Англии, а потом уже страны выкупают лицензии, их по-своему как-то переделывают под свои условия. Поэтому мы видим, система одна, да, но выглядят они совершенно по-разному. Я читала, что по итогам этой войны зимней наши даже, осознав, что не было пистолетов, пулеметов, было дано задание инженерам, и, например, родился ППШ. Это по результатам тоже этой войны. Ну, дело в том, что давайте мы посмотрим тогда на финскую сторону, да, и вот у нас в центральной экспозиции есть финский лыжник. Вот как раз у него-то мы и видим пистолет, пулемет Суоми, да, в финской армии еще с 1931 года на вооружении было вот это оружие. Оно автоматическое, да, по сравнению с нашей винтовкой Мосина, это намного эффективнее оружие, потом внезапность, потом умение финнов ходить на лыжах хорошо, да. Вот это преимущество было финских солдат. Они очень мобильными были, да, внезапно появлялись, происходил бой, потом они внезапно опять пропадали в дремучем лесу, да. Ну, а у наших солдат вначале не было лыж, они не успевали за финскими лыжниками, потом, когда лыжи появились, не все умели на них ходить, потому как сюда на фронт присылали бойцов из украинского и белорусского военных округов и даже из Средней Азии, да, то есть не было такой мобильности даже при наличии лыж. А потом надо сказать, что по уставу положено было вначале лыжи снять, а потом уже стрелять. Это как-то совершенно непонятное такое уставное положение, потому что если идет отряд наших солдат, да, и вдруг попадает в засаду к финнам, и финны не будут ждать, пока наши солдаты снимут лыжи. Да, это очень, конечно, серьезная ошибка. Потому наши войска часто попадали в окружение, потому что финны были так мобильны, что они могли своими небольшими такими отрядами лыжными
зайти с тыла, что называется. Так дело в том, что они как раз и воевали небольшими отрядами, но внезапно нападали, проводили бой, свои задачи выполняли, потом, да, исчезали и уже в других местах появлялись. Потом вот это здесь мы все равно понимаем, зимние месяцы рано темнеет, да, поздно расцвет, и поэтому вот этот мрак, да, и плюс внезапность, и вот нехватка зимнего обмундирования, да, это все, конечно, очень сильно влияло на психику, наверное, да, и на вообще внутреннее состояние наших солдат. Здесь мы видим, что финн и, соответственно, и экипирован для задач, которые он решал. Да, финны, конечно, намного теплее были изначально одеты. Вы видите, даже у него головной убор, меховая шапка, да. Но надо сказать, что в финской армии не хватало вообще не хватало обмундирования, поэтому позволялось быть на фронте в домашней одежде. Это и вязаные рукавички шерстяные, да, и свитеры у них были теплые, опять же, шерстяные. Конечно, они намного теплее были одеты. Местные жители – это или охотники, или лесорубы, и основная работа у них начиналась как раз зимой. Не было такого транспорта, чтобы, да, их, например, лесорубу доставлять до делянок, на которых они работают, значит, они самостоятельно должны на лыжах туда добираться. Но мы понимаем, что в лесу нет таких дорог прямых, да, и поэтому могли они по косогорам и по холмам, да, то на гору забирались, то с горы спускались. Но навык был, конечно, передвигаться на лыжах. Дело в том, что да, лыжи были просто ремешок, да, вот этот ремешок очень хорошо держался вот этим носом. Лыжа не соскальзывала с ноги. Мы видим здесь и девушку финскую, да, которая тоже... организации Лотосверт. Это военизированная медицинская организация, была создана еще в 1919 году. В мирное время женщины в населенных пунктах открывали какие-то столовые или кафешки и угощали военных бесплатно кофе и пирожками. Да, вот как-то они помогали, чем могли, значит, своей армии. В военное время женщины служили в тылу, в госпиталях, в прачечных, в столовых, на фронте санитарами были мужчины. Дело в том, что Маннергейм говорил, что самое страшное для солдата – это увидеть мертвую женщину. Не потому, что она женщина, а потому, что в этот момент он может отвлечься от боя. Почему? Потому что он вспоминает своих домашних. А как же там они без него? Да? Родители, семья, жена, дети. И вот в этот момент его могут убить. И вот чтобы не было вот таких отвлечений, да, потому что погибшего мужчину на фоне всех остальных солдат, да, погибших, это не вызывает таких эмоций сильных, как вот, например, если женщина вдруг погибнет. Поэтому женщины служили в тылу, да, вот вы видите, форма, настоящей лоты. Ее выкупили в Финляндии у лоты, да, и с такими отличительными знаками. Дело в том, что каждая из них где-то работала, ну а в эту организацию приходила в свободное время, получала какие-то задания и бесплатно их выполняла, да, то есть на общественных началах. Так вот, когда она приходила, она могла не одна прийти, их могло быть несколько приходить, да, но дело в том, что когда она впервые приходит записываться в эту организацию, с ней разговаривают и выясняют, что лучше всего она умеет делать, и назначают на определенные работы. Так вот, сколько бы раз она ни приходила, ее именно на эти работы будут посылать. То есть изначально вот такое четкое распределение, такой порядок был, да, а вот эти знаки отличия на форме вот как раз и позволяют без всяких лишних расспросов, без всяких очередей, да, вот, и направить ее на работу. Вот есть у воротничка крест
синий крест на белом фоне с надписью «Лотта Свярт», на обратной стороне ее номер. Это как принадлежность к этой организации. Синий крест, как на финском знамени. Белый значок на кармашке обозначает, что она закончила медицинские курсы. А вот эта нашивка на рукаве говорит о том, что она допускается к работам с малолетними детьми. То есть вот так изначально, да, вот все было продумано, а потом уже действия происходили. Здесь у нас есть портрет главнокомандующего финской армии Карла Густава Маннергейма. Около 30 лет он прослужил в царской армии, да, был участником и русско-японской войны, и Первой мировой войны, и даже разведчиком в приграничных китайских областях. Несколько лет путешествовал инкогнито, собирал сведения для военных, и в том числе географические, за что Русское географическое общество даже его наградило. И вот среди президентов мы также видим Карла Густава Маннергейма, 44-46 года, 1,5 года он был назначенным президентом. Это сложный, в общем-то, для Финляндии период. Надо сказать, что в 1942 году ему исполнилось 75 лет, в 77, да, он еще руководит страной. То есть, вероятно, все-таки светлая у него была голова, да, что в такой сложный период он смог еще какую-то пользу принести своей стране. Ну, теперь уже, видимо, настал черед поговорить про линию Маннергейма, которая для нас, для наших войск, была в чем-то даже откровением. Они, наверное, не ожидали, что она так хорошо укреплена, и не во всем наши сразу разобрались, как с этим надо бороться, как я понимаю. Все эти доты, дзоты, которые стояли на разных линиях, всему этому преодолеванию этой линии Маннергейма мы научились, по-моему, только в январе уже. Это уже 10 февраля, да, когда уже произошло переформирование войск, когда уже и направление другое выбрали. Но надо сказать, что линию Маннергейма начали строить еще в 20-е годы, да, от берегов Финского залива до берегов Ладоги, поперек всего Карельского перешейка и вглубь до 90 километров. То есть это не было какая-то узкая полоса, да, от самой границы устанавливались и проволочные заграждения, и закапывались ряды гранитных противотанковых надров, в основном по 4 ряда, но были такие стратегические объекты, где насчитывалось до 12 рядов вот таких камней. Опять же, это не одна полоса, да, это было несколько таких полос. Ну и основная, это, конечно, сама линия Маннергейма, где, помимо всего прочего, еще были построены и доты, да, железобетонные доты. 11 февраля части героической 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии первые прорвали в районе Сумма линию Маннергейма. Вот мы с вами идем в ваше следующее музейное пространство. Что мы здесь с вами видим? Вот как раз мы проходим по окопам. Они были восстановлены по следам тех окопов, которые рыли наши солдаты как раз в декабре 1939 года, когда от границы дошли вот до южного берега нашего озера. Угу. И прямо по этим же окопам вы просто восстановили стенки, да? Восстановлены вот эти окопы, да. Угу. А это еще одна экспозиция нашего музея, да, вот здесь вы видите вид сверху нашего озера Суходольска или по-фински Сувантаярви. Вот как раз эти огонечки обозначают опорные пункты линии Маннергейма. Если посмотреть
по карте, вот посмотрите, на южном берегу Петровская, это наш поселок на Приозерском шоссе, да, потом дорога сворачивает и по лесу к берегу озера, вот как раз мы здесь с вами и находимся, а напротив нас находился опорный пункт линии Маннергейма под названием Сакола. И на улице, ну, отсюда, конечно, не видно, но, по крайней мере, мы знаем, где это место, где сейчас находятся развалины этого финского дота. Линия Маннергейма была довольно протяженная. Да, она проходила от берегов Финского залива до берегов Ладоги и вглубь до 90 километров. Вот как раз по северному берегу здесь... в том числе к проволочным заграждениям, к противотанковым надолбам, да, вот были выстроены железобетонные доты, целая линия этих дотов. Ну и в декабре для нас эта линия оказалась неприступной. Почему-то для командования наших войск стало откровением, что она так хорошо организована, так хорошо построена. Как говорил Маннергейм, она не столько была сильна самими вот этими сооружениями, да, укреплениями, как духом защитников этой линии, самими финнами, да. Но дело в том, что, во-первых, неподготовленность наших войск. Почему? Потому что даже карты у наших командиров были 1936 года, хотя в 1938 году был издан атлас приграничных финских районов, да, но его почему-то не посчитали нужным передать на передовую нашим солдатам, нашим командирам. И когда войска наступали, они просто не ожидали, да, что впереди их вот как раз будут находиться вот такие организованные оборонительные сооружения. Из нашего озера вытекает река Бурная или Тайпалин-Йоки, да, и вот как раз 6 декабря 1939 года наши войска начали форсирование этой реки в 3 направлениях, в нижнем, среднем и верхнем течении. А вот здесь мы видим саму переправу в среднем течении, да. Справа это финский укрепленный берег, мы доты видим, линию окопов видим, и финские солдаты ведут бой. А советские войска вот наступают с юга, да, пожарище еще на подступах к реке, финны обстреливают наши войска, горит техника, гибнут солдаты, но им удается дойти до берега озера, на воду спускают понтоны с техникой, солдаты садятся в резиновые лодки, но их подхватывает течение, несет прямо под огонь финского дота, и на расстоянии 50 метров финны просто расстреливают переправу. Да, опять же, такая неподготовленность, не учли сильное течение реки. Долматовский наблюдал эту переправу и написал стихотворение «Воспоминания о Тайпалин-Йоке». Я много видел рек и узких, и широких, запомнится не каждая река, но есть одна река, Тайпалин-Йоки. Она не широка, не глубока, переплыть ее было сложнее, чем жизнь прожить, а надо переплыть. Когда понтоны навели над нею, сплошной огонь поднялся от земли. Так что это вот как раз о переправе через Тайпалин-Йоки, или мы сейчас эту реку называем река Бурная. В итоге война оказалась затяжной, да, вот все эти переправы. Дело в том, что да, движение... в течение всего декабря пытались прорвать линию Маннергейма, но так и не смогли. В конце декабря как раз останавливают наступление войск Красной Армии, происходит переформирование войск, потому что наше правительство пересматривает отношение к этой войне. Создается Северо-Западный фронт, а изначально боевые действия проходили силами Ленинградского военного округа, начинают выдавать и зимнее обмундирование, создаются штурмовые группы, да, и уже при взаимодействии... Лыжные батальоны тоже, Лыжные да? батальоны в том числе, да. Не просто добровольцев призывают на фронт, но тут уже и какие-то
студентов спортивных факультетов, да, вот даже Лесгов-то, да, институт спортивный, даже вот такие, но это уже на севере, там специальные батальоны. Ну и такие. артиллерию, как я понимаю, задействовали уже в большем объеме. И при взаимодействии, да, линии Маннергейма. Взаимодействие различных родов войск. И, да, но уже 10 февраля начинается наступление, но уже на Выборгском направлении. А здесь у вас представлено снова быт солдат, я так понимаю, снова обе стороны. Опять же, помещение, да, поделено на две части. И здесь вот перед вами это финская казарма. Линия Маннергейма строилась заранее, поэтому и казармы строились заранее. Это были или деревянные помещения, или их размещали на нижних этажах дотов. Вы видите здесь двухъярусные нары, у каждого свое подписанное место. Финны считали, что линия Маннергейма неприступная, что они смогут долгое время находиться внутри своих оборонительных сооружений, значит, ни в чем не должны нуждаться. И заранее все было продумано, и колодцы были вырыты, и освещение было налажено, электричество внутри этих дотов, и печи из кирпича были сложены, чтобы на них можно было готовить. Даже печи из кирпича? Да. То есть действительно надолго? Действительно надолго. Они считали, что они долгое время смогут держать оборону внутри. Да, и вот на нижних этажах как раз такие двухъярусные нары, да, вы видите, чтобы как можно больше солдат могло поместиться в этом помещении, не только тех, которые воюют из этого дота, но и тех, которые воюют из окопов вокруг этого дота. Пойдемте посмотрим, как был организован быт у наших солдат. Ну, а дальше у нас уже показана землянка 44-го года. Да, в январе 44-го было прорвано блокадное кольцо, уже в июне начинается наступление по всему Карельскому фронту, в том числе здесь на нашем Киксгольмском направлении, и уже от линии фронта войска доходят опять же до южного берега и останавливаются, потому как переправу через Воксу наметили в районе Барышева, да, там выше по течению Вокса, это уже Выборгский район. Вот там как раз разворачиваются основные бои на переправе через Воксу. А здесь наши войска держат оборону, опять же, в этих же окопах, да, на южном берегу нашего озера. А в нашей экспозиции представлена старший сержант медицинской службы Елизавета Павловна Петрова, в честь которой назван наш поселок Петровский. Вот здесь у нас увековечено, да, вот как основной герой, да, вот тех времен, но уже Великая Отечественная, 44-й. До войны она работала в больнице имени Куйбышева. Начинается война, она остается в блокадном городе. С 44-го года в действующей армии. Многим спасла жизнь, за что была награждена медалью за оборону Ленинграда. А в 44-м уже вместе с нашими войсками участвует в наступлении, участвует в боях, вытаскивает из-под обстрела, перевязывает, потом ухаживает за ранеными, но, к сожалению, уже в июле месяце 9-го в одном из боев она погибает, спасая наших солдат. Ну, вероятно, была достойна того, чтобы в честь нее назвали наш поселок. Здесь вы видите, что форма другая, да, отличается от основной нашей экспозиции музея. В 1943 году как раз были введены погоны, да, и вот здесь уже в 1944-м здесь как раз все это видно. Отражено это отражено. Угу. Ну, в итоге наступил март, 13 марта закончилась эта зимняя война, да, и наши войска все-таки выполнили задачу, которую перед ними, ну, задачу минимум, которую перед ними ставили, отодвинули границу больше, чем на 100 километров от Ленинграда. Но дело в том, что к 12 марта, да, сложились такие обстоятельства сложные, как для одной, так и для другой стороны. У финнов к этому моменту погибает около 40 тысяч солдат, им
некого уже призывать на фронт. Те солдаты, которые еще живы, они ни физически, ни морально не могут держать оборону, потому что напряжение долгое время организм просто не выдерживает. Военная промышленность слабо развита, всего 4 государственных военных завода, они не справляются с поставками на фронт и чувствуется уже недостаток вооружений. А с другой стороны, Франция и Великобритания уже открыто хотят выступить на стороне Финляндии, и чтобы вот этого не произошло, потому как угроза со стороны Германии, она существует. Да? Советский Союз договаривается с Финляндией о прекращении боевых действий. Вот 13 марта в 12:00 боевые действия прекращаются, армии расходятся, да, но Советский Союз получил те территории, на которые претендовал. Отодвигает границу, да, и не только те территории, на которые претендовал, но он отодвинул границу еще дальше. Еще дальше. Да. Но ваш музей посвящен событиям даже до 1944 года, потому что эта территория и эти окопы постоянно были до 1944 года заняты. В действии, да, заняты нашими солдатами. Здесь они держали оборону. И вот вы видите, уже здесь и огневые такие щитки, да, через которые можно было стрелять нашим солдатам. Ну, а на северном берегу, да, вот как раз находился один из многих опорных пунктов линии Маннергейма под названием Сакола. Сейчас в том районе поселок Громово расположен. Ну, вот эта горочка, лес горочкой, где растет, вот как раз в этом месте и находилась эта огневая точка финнов. Когда создавали этот музей, думали прежде всего о том, чтобы сохранить историю этих мест. Да, сохранить историю, рассказать нашим местным жителям, ведь все жители, они же переселились сюда, да? После войны. Попали сюда переселенцами после войны, да, и как они после этого жили, как налаживали свой быт, и просто нужно помнить, да, что же все-таки происходило. Что до них здесь тоже была жизнь, да, и после нас здесь тоже будет жизнь. И после нас тоже будет жизнь, да. И вот эта часть территории, эта часть истории нашей, вот была такой кровопролитной, которая была, в общем, бедой для того народа и для другого народа. Бедой для народа, да, действительно. Что приходят, говорят ваши посетители? Ну, говорят то, что, во-первых, они не знали, да, о тех событиях, которые происходили, потому что в школьной программе, даже когда я училась, там было просто 3 строчки, да, потому что буквально через год начинается Великая Отечественная война, и события этой войны, блокада Ленинграда, да, вот такие, защита Москвы, Сталинградская битва, Курская битва, это все такие события громадные, они, вероятно, просто как-то заслонили, да, вот важность все-таки тех боевых действий, которые здесь проходили на этой территории. А между тем потери с обеих сторон были большие, и с нашей стороны они даже были больше. Ну, они были больше. Это, в общем-то, как говорят военные, это так и происходит при любых обстоятельствах, потому что кто наступает, он наступает во весь рост, да, и поэтому погибших будет больше. А те, кто обороняются, они обороняются в окопах, в каких-то огневых точках, да, защищены, поэтому там меньше. Но все равно для обоих сторон это громадные потери были. Может быть, даже где-то неоправданные потери, да, вот если бы была должная подготовка к этим боевым действиям. Ну, нашим войскам это просто позволило подготовиться хотя бы немного, а может быть даже и много к Великой Отечественной войне. К Великой Отечественной войне, потому что, да, были сделаны выводы у нашего руководства, да, учли все те, может быть, какие-то недостатки, начали перевооружение армии, да, но просто срок был очень маленький для воплощения всех этих задач. Сосняком по откосам кудрявится пограничный скупой кругозор. Принимай на соломе, красавица,
в ожерелье прозрачных озер. Принимай нас в лоне, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ни шутам, ни писакам юродивым больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас в лоне, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Принимай нас в лоне, красавица, в ожерелье прозрачных озер.